За последние дни сразу несколько известных турецких актеров оказались в центре обсуждения. Только далеко не каждая громкая формулировка, которая разошлась по сети, выдерживает проверку фактами. Буракова и Шевита заметили после спортивной тренировки в Бодруме. Турецкая пресса тут же связала эти кадры с недавним обсуждением его внешности и возможной подготовкой к новому проекту. Однако сам актер не говорил ни о причине тренировок, ни о роли, ради которой ему понадобилось менять форму. Что подтверждено на самом деле, разберем без домыслов. Вокруг Энгина Кюрека возникла другая путаница. В русскоязычных публикациях ему приписали книгу «Дилемма», хотя в официальном каталоге издательства такого названия нет. Зато у Энгина действительно вышла новая книга, и эта литературная часть его карьеры заслуживает отдельного разговора. Can Yaman 31 июля поделился фотографиями с геометкой Рима. Публикация вызвала большой отклик поклонников, но сама по себе не стала объявлением нового проекта. Здесь интереснее другое. Почему даже обычный кадр актера мгновенно превращается в повод для десятков предположений? Есть новости, и серьезнее. По информации журналистки Берсин Алтунташ, к третьему сезону «Далекого города» присоединяется Мустафа Авкаран, которому досталась роль Картала. А ближе к финалу мы поговорим о переменах в клюквенном щербете. Фейза Джевелик, игравшая Нила из первой серии, по свежим данным, не войдет в состав пятого сезона. Сегодня мы отделим подтвержденные факты от журналистских инсайдов и предположений. Чем ближе к финалу, тем заметнее становятся перемены в любимых сериалах. Поддержите выпуск отметкой «Нравится», если вам тоже важны новости о турецких звездах, без выдуманных причин, ложных скандалов и обещаний того, чего в самом ролике нет. В новом сезоне «Далекого города» может появиться человек, одного присутствия которого достаточно, чтобы привычный порядок в семье Альбора начал трещать по швам. По свежей информации из турецких телевизионных кулуаров, к команде сериала присоединяется Мустафа Авкаран. Ему приписывают роль нового героя по имени Картал. Пока канал Д и создатели проекта официально не представили этого персонажа. Нет ни первого кадра, ни подробного описания, ни объяснения, с кем именно будет связан Картал. В первоисточнике роль названа сюрпризной, однако ее продолжительность и значение для сюжета пока не раскрыты. Согласитесь, выбор актера уже заставляет насторожиться. Мустафа Авкаран умеет входить в историю не через громкие речи, а через взгляд, паузу и внутреннее напряжение. Зрители помнят его по «Листопаду», «Кузею Гюнею», «Чукуру» и другим известным проектам. Ему особенно хорошо удаются мужчины, за спокойствием которых скрывается сила, опыт и далеко не всегда приятные намерения. Поэтому имя Картал сейчас вызывает даже больше вопросов, чем сама новость о новом актере. В переводе с турецкого оно означает «орел». Красивое имя, сильное. Только в мире Альбора имена редко бывают пустым украшением. Здесь каждый новый человек приносит с собой прошлое, долг, обиду или тайну, о которой остальные предпочли бы никогда не вспоминать. Кем он окажется? Давним знакомым семьи? Новым соперником? Человеком, способным помочь Альбора в тяжелый момент, а затем потребовать за это слишком высокую цену? Ответов пока нет, и придумывать их вместо сценаристов было бы нечестно. Однако сама фигура Мустафа Авкарана позволяет предположить одно: Картал вряд ли станет простым фоном для уже знакомых героев. Лично я не верю, что актера такого масштаба пригласили только ради пары спокойных разговоров в особняке. В «Далеком городе» новый взрослый мужчина почти неизбежно нарушает существующее равновесие. Здесь слишком много старых связей, скрытых решений и семейных обязательств. Достаточно одному человеку произнести правду, которую годами держали за закрытой дверью, и отношения между героями начинают меняться прямо на глазах. Особенно любопытно, где сценаристы поставят Картала по отношению к Джихану. Мустафа Авкаран
Умеет играть персонажей, которым не нужно повышать голос, чтобы окружающие почувствовали давление. Встреча такого героя с Джиханом могла бы стать столкновением не силы с силой, а двух разных представлений о власти, семье и верности. Есть и другая сторона. После насыщенного финала предыдущего сезона зрителю нельзя просто показать очередного незнакомца и сказать «теперь он важен». Картала придется связать с уже существующей историей так, чтобы его появление выглядело неизбежным. Именно здесь и скрывается главный интерес. Возможно, новый герой не начинает отдельную линию, а открывает дверь в прошлое кого-то из семьи Альбора. Как вы считаете, кому нужен новый сильный союзник больше всего – Джихану, Алье или их противникам? И кого вы сами хотели бы увидеть рядом с Мустафой Авкараном в первых сценах? Подумайте, какой вариант кажется вам наиболее вероятным. Иногда зрители замечают направление сюжета гораздо раньше, чем создатели решаются показать его открыто. Пока важно сохранить холодную голову. Новость разошлась по турецким изданиям, но большинство публикаций ссылается на один первоисточник – журналистку Бирсин Алтунташ. До отдельного заявления Канал Д или создатели проекта корректнее называть эту информацию закулисным инсайдом. Характер Картала, его прошлое и влияние на семью Альбора все еще держатся в тайне. Появление Мустафы Авкарана напоминает, насколько легко зритель видит только красивую сторону телевизионного мира, громкое имя, новый герой, съемки среди завораживающих пейзажей Мардина. За несколькими минутами готовой сцены скрываются долгие смены, тяжелый график и жизнь, которую актеры месяцами подстраивают под съемочную площадку. Именно об этой цене совсем недавно заговорила Биран Дамла Йылмаз, и ее слова оказались куда менее праздничными, чем новости о новом сезоне. Слова Биран Дамла Йылмаз прозвучали особенно резко именно сейчас, когда зрители снова обсуждают премьеры, красивые пары и новые роли. Актриса напомнила о той стороне сериального мира, которую камера почти никогда не показывает. Пока на экране герои выясняют отношения в роскошных домах, люди за кадром нередко работают без нормального расписания и не понимают, когда закончится очередная смена. Во время беседы с Фатихом Алтайла Биран прямо сказала, что не считает существующий порядок в отрасли справедливым. По ее словам, актеры и съемочные команды отдают работе огромную часть жизни, иногда жертвуют самочувствием, но получаемая отдача не всегда соответствует вложенным силам. Самая показательная фраза прозвучала, когда разговор коснулся выходных. Биран заметила, что окружающие могут считать 2 свободных дня нормой, однако у нее порой нет даже этого. Более того, в отдельные периоды отсутствует само понятие четкого рабочего времени. Для зрителей серия заканчивается за один вечер. Для актера эта же серия начинается задолго до первого дубля. Грим, костюм, повторение текста, ожидание света, смена локаций, пересъемки, ночная дорога. Следующим утром все запускается заново. Скажу прямо, меня всегда удивляет, когда профессию актера представляют как бесконечный праздник. Разумеется, известность открывает двери и дает хорошие возможности. Только известность не отменяет усталость. Популярность не возвращает пропущенные семейные вечера. Красивый кадр не показывает, сколько часов человек провел на жаре, холоде или в дороге, прежде чем режиссер сказал «снято». Особенно тяжело приходится исполнителям главных ролей. Их нельзя просто убрать из нескольких сцен и дать спокойно восстановиться. На них держится большая часть повествования, рекламная кампания и ожидание аудитории. Один сложный эпизод заканчивается, следом уже готовят следующий. При этом слова Биран касались не только актеров. Она отдельно напомнила о людях, которых зритель редко знает по именам: операторах, осветителях, гримерах, костюмерах, помощниках режиссера и десятках других специалистов. Звезда хотя бы получает признание публики. Человек, простоявший всю ночь рядом с камерой, часто остается невидимым.
Здесь возникает неудобный вопрос. Может ли сериал считаться настоящим успехом, если ради его производства команда постоянно работает на пределе? Рейтинги важны, бюджеты важны, сроки тоже никто не отменял. Только человеческие возможности не бесконечны. Как вы считаете, должны ли телеканалы и продюсеры серьезнее относиться к отдыху актеров и всей съемочной команды? Напишите в комментариях, меняют ли такие признания ваше отношение к любимым сериалам. Возможно, после них некоторые задержки, паузы или изменения в составе уже не кажутся прихотью актеров. История Биран раскрывает цену, которую приходится платить за несколько часов телевизионного удовольствия. Другие артисты справляются с этим давлением через почти ювелирную подготовку к роли. Экин Коч, например, столкнулся с задачей, ради которой ему пришлось не просто выучить текст, а буквально заново настроить собственную речь. А впереди еще история актрисы, которая буквально повесила имя своей будущей героини у себя над головой, и главная новость о 5-м сезоне «Клюквенного щербета». Не переключайтесь. Кадир из «Вероятной любви» мог заговорить совсем иначе. Изначально персонажа Экина Коча задумывали выходцем из Мерсина. Незадолго до начала съемок решение изменилось, герой стал аданцем. На бумаге разница кажется небольшой. Один город сменили другим, что здесь сложного? Для актера меняется гораздо больше. Региональное происхождение влияет на интонации, темп речи, выбор слов и даже на то, как человек выражает раздражение или нежность. Времени на полноценную поездку в Адану у Экина не было. Тогда он вспомнил о документальном фильме Юнуса Озана Каркута «Бенем Вароч Хикаем», название которого можно перевести как «Моя история окраины». В нем жители региона говорят сами за себя, без отполированных реплик и телевизионной правильности. Актер начал слушать не один условный аданский гавар, а множество разных голосов. Кто-то говорил почти на литературном турецком, кто-то заметно менял отдельные звуки. У каждого человека была собственная манера, потому что настоящий регион никогда не разговаривает одним голосом. Вот эта деталь мне особенно нравится. Экин не стал делать из Кадира карикатуру. Можно было взять самый заметный акцент, усилить его и получить героя, которого зритель запомнит по смешному произношению. Он выбрал более сложный путь – найти меру. После работы с материалом Экин записал несколько голосовых вариантов и отправил их режиссеру. Более густой говор, более мягкий, промежуточный. Фактически характер Кадира рождался не только на репетиции, но и внутри этих коротких аудиозаписей. Сам герой тоже не так прост, как может показаться. Кадир – надежный человек, привыкший держать слово и защищать тех, кого считает близкими. Одновременно в нем есть собственническая сторона. Забота такого мужчины легко превращается в попытку самому решать, где проходят границы другого человека. Такие персонажи опасно привлекательны для зрителя. Сначала вы видите силу и преданность, потом замечаете, что за желанием защитить может скрываться стремление контролировать. Именно в этой внутренней двойственности Экин Коч обычно и чувствует себя особенно уверенно. Прислушайтесь к Кадиру в следующих сценах. Не только к тому, что он говорит, но и к тому, где замедляется, какие слова произносит жестче и когда его региональные интонации становятся заметнее. Иногда актерская работа прячется именно там, где зритель не может сразу объяснить, почему герой кажется ему живым. Диалект в данном случае стал не украшением, а частью биографии. Кадир должен звучать так, словно вырос в конкретном месте, слышал определенные голоса и впитал правила своей среды задолго до начала показанной истории. Похоже происходит и с Зейнеп Атылган, только ее героиня повлияла на речь актрисы уже после начала работы. Фадиме постепенно вышла за пределы сценария, а черноморские интонации начали появляться в жизни самой Зейнеп в самые эмоциональные моменты. Зейнеп Атылган говорит о съемках
это море переполнится. По-турецки «ташачак будениз» с заметной теплотой. По ее словам, команда успела сблизиться, а работа проходит в живой, веселой атмосфере. Для сериала, построенного на сильных семейных столкновениях, такой контраст особенно любопытен. Перед камерой герои спорят, страдают и принимают тяжелые решения, а после команды режиссера и актеры снова становятся дружной компанией. Фадиме занимает в этой истории особое место. Она выросла внутри жесткого мира, где семейные правила часто оказываются важнее желаний отдельного человека. При этом героиня не производит впечатления женщины, готовой тихо принять навязанную судьбу. В ней есть резкость, упрямство и та самая черноморская энергия, которую невозможно сыграть одной громкостью голоса. Такой темперамент рождается из ритма речи, жестов, быстрых реакций и привычки сразу отвечать на вызов. Зейнаб призналась, что из-за постоянных поездок и смены городов ее собственные интонации временами начинают смешиваться. Самое интересное происходит, когда актриса сердится. В этот момент, по ее выражению, внутри просыпается черноморка. Разве не в этом один из главных признаков роли, которая действительно прижилась? Актер долго повторяет чужие слова, двигается в чужом ритме, реагирует так, как реагировал бы персонаж. Через несколько месяцев границы становятся тоньше, какая-то интонация остается после смены. Жест появляется в обычном разговоре. Чужая эмоциональная привычка незаметно становится своей. С Фадиме это особенно естественно. Героиня не умеет переживать наполовину, любит всем сердцем, обижается так, что это слышит вокруг, защищает близких, не думая, насколько неудобной станет для других. Зейнаб в одном из разговоров назвала себя человеком настроения. Такое признание хорошо объясняет, почему ей удалось поймать Фадиме. Для роли важна не только сила, но и мгновенная смена состояний. Сейчас героиня улыбается, через минуту ее уже задела одна фраза, а еще через мгновение она готова броситься защищать того, кто ей дорог. На мой взгляд, именно подобные персонажи удерживают семейные драмы от холодной правильности. Они могут раздражать, совершать ошибки, говорить лишнее. Зато рядом с ними история дышит. Съемки в регионе тоже дают актеру то, чего сложно добиться в студии. Реальные пейзажи, погода, речь местных жителей, длинные дороги – все это влияет на внутреннее состояние. Камера может не показать каждый такой элемент отдельно, но зритель чувствует общую правду пространства. Ответьте честно, случалось ли вам после любимого сериала повторять выражения героев или невольно копировать их интонации? Фадиме, похоже, проделала это даже со своей исполнительницей. Одни актеры забирают персонажа с собой через голос и привычки. Другие переносят свои наблюдения на бумагу. Энгин Акюрик давно доказывает, что умеет рассказывать человеческие истории не только взглядом перед камерой. Правда, в публикациях о его книгах сейчас появилась одна ошибка, которую стоит исправить. Для многих зрителей Энгин Акюрик навсегда связан с образами молчаливых мужчин, которые говорят глазами больше, чем длинными монологами. Возможно, поэтому его литературная сторона так органично продолжает актерскую. Энгин действительно пишет рассказы. Его первая книга «Тишина» вышла в октябре 2018 года. В центре этих историй находятся не грандиозные происшествия, а обычные люди, память, детство, любовь, расставание и моменты, которые внешне кажутся незначительными, но остаются с человеком на годы. В мае 2023 года появился второй сборник «Вне времени». Там Энгин продолжил говорить о чувствах через небольшие жизненные эпизоды. Первые встречи, дружбу, привязанность, случайные разговоры и ту близость, которую легко потерять в мире постоянной спешки. В апреле 2026 года библиография автора пополнилась книгой «Безымянный». Издательство описывает ее как сборник рассказов о воспоминаниях, незавершенных чувствах, дружбе, животных и людях,
которые пытаются найти свое место в собственной жизни. Есть одна проблема. В распространяемом русском тексте упоминается книга «Дилемма». В официальном каталоге издательства Доган Китаб такого названия у Энгина Акюрика нет. Установить, откуда именно появилась эта ошибка, по открытым данным не удалось. Ошибка кажется мелкой, но именно так неточная формулировка может превратиться в устойчивый факт. Достаточно нескольким страницам повторить одно и то же название, и читатель уже перестает сомневаться, существует ли такая книга на самом деле. Отдельно звучит утверждение, будто произведения Энгина особенно часто заказывают именно русскоязычные читатели. Такое вполне возможно на уровне конкретного продавца. Российская аудитория действительно хорошо знает актера и эмоционально относится к его творчеству. Только общей открытой статистики, которая позволила бы уверенно говорить об особой популярности его книг в России, пока нет. Правильнее сказать иначе. Отдельные продавцы замечают устойчивый интерес русскоязычных поклонников. Это честная формулировка, не превращающая личное наблюдение магазина в исследование целого рынка. Что же привлекает читателей? Думаю, та же черта, за которую любят самого Энгина. Он не старается оглушить человека событиями. Его история строится вокруг тишины между словами, несказанных признаний и знакомого чувства, когда встреча давно закончилась, а разговор все еще продолжается внутри. Такой стиль особенно близок к зрелой аудитории. С возрастом все меньше впечатляют искусственные сенсации и все сильнее цепляют простые, узнаваемые переживания. Старое письмо, случайная фраза, человек, которому не успели ответить. Здесь не нужен громкий поворот, чтобы история попала точно в сердце. Знали ли вы, что Энгин Акюрек пишет рассказы и хотели бы увидеть качественные официальные переводы этих сборников на русский язык? Возможно, среди вас уже есть читатели, знакомые с оригиналом. А во второй половине выпуска нас ждут Кенан Мирзалоглу, Бурак Ащевит и неожиданная перестройка одного из самых популярных турецких сериалов. Но сначала короткая пауза. Энгину для возвращения внимания понадобилась новая книга. Джану Яману порой достаточно одного кадра. Только за большим количеством реакций в социальных сетях не всегда скрывается полноценная новость. 31 июля Джан Яман опубликовал новые фотографии с геометкой Римы. Публикация собрала большой отклик, комментарии, отметки «нравится», обсуждение внешности и догадки о том, чем актер занят сейчас. Ничего удивительного здесь нет. Джан уже давно существует сразу в двух медиамирах. Для турецкой аудитории он остается звездой сериалов. Для итальянских поклонников он стал почти своим человеком, актером, который работает, живет и постоянно появляется в местном публичном пространстве. Только давайте не будем делать из обычной фотографии события национального масштаба. Публикация действительно вызвала активную реакцию, но сама по себе она не сообщает о новом сериале, неожиданном решении или громком повороте в карьере. Подобные заметки хорошо показывают другое – уровень интереса к человеку. Когда простой снимок без большого объявления собирает оживленное обсуждение, актер все еще способен удерживать внимание без телевизионной премьеры. Италия для Джана давно перестала быть случайным фоном. Значительная часть его аудитории и профессиональных связей давно находится именно в Италии. Поэтому каждый новый кадр поклонники рассматривают почти как маленькую подсказку. Где он находится? Изменился ли его образ? Не началась ли подготовка к проекту? Кто сделал фотографию? Иногда зрители строят вокруг одного снимка целый сериал, хотя сам актер просто поделился моментом дня. Такая вовлеченность полезна для карьеры, но создает и давление. Человек уже не может спокойно изменить прическу или выбрать непривычную одежду. Каждая деталь превращается в предмет коллективного расследования. Скажу немного грубо, но честно, тысячи реакций и еще не новость. Новостью становится содержание публикации.
В данном случае перед нами скорее подтверждение того, что интерес к Джану Яману остается высоким. Для выпуска этот материал работает как короткая пауза между более серьезными историями. Несколько ярких кадров, напоминание о международной популярности актера, и двигаемся дальше, не вытягивая из фотографии то, чего в ней нет. Следующая история устроена совершенно иначе. Хелен Элверен не просто выложила кадр. Она рассказала, как превратила имя будущей героини в ежедневное напоминание о своей цели. Правда, признание это прозвучало не сегодня, хотя сейчас его снова активно распространяют как свежее. Хелен Элверен настолько хотела сыграть Денис в сериале «Еще 17», что написала имя героини на бумаге и повесила эту запись на потолок. Представьте первое мгновение каждого утра. Человек открывает глаза и сразу видит не расписание, не телефон, а имя роли, которую еще даже не получил. Для кого-то это покажется наивным. Для молодой актрисы такая записка стала способом не позволить страху победить. Хелен проходила пробы и продолжала готовиться, не имея гарантии, что выберут именно ее. Индустрия устроена жестко. Можно идеально выучить сцену, понравиться режиссеру и все равно уступить роль другому человеку по причинам, которые не связаны с талантом. Денис оказалась ей особенно близка. Актриса увидела в героине собственные черты в 15-16 лет. Смелость, резкость, эмоциональность и готовность идти вперед, даже когда разум советует остановиться. Сама Денис взрослеет быстрее ровесников. Пока другие подростки могут позволить себе обычную беспечность, на нее ложатся обязанности и семейные проблемы. Ее бунт рождается не из желания привлечь внимание. Это ответ на жизнь, которая слишком рано потребовала от нее взрослой стойкости. Хелен не пытается представить героиню идеальной. Денис говорит резко, действует на эмоциях и может ошибаться. При этом она сохраняет совесть и способность переживать за других. Без этой внутренней мягкости персонаж превратился бы в обычную дерзкую девушку из летнего сериала. История с запиской стала известна еще 18 июня. В конце июля канал D опубликовал новое интервью с актрисой, поэтому старое признание снова разошлось по страницам о турецких сериалах. Называть его абсолютно свежей новостью было бы неправильно. Зато сама история от этого не становится менее красивой. Мне здесь нравится не мистическая сторона. Записка на потолке сама по себе не получает роли. Хелен продолжала работать, ходила на пробы и справлялась с неопределенностью. Бумага лишь каждый день напоминала, ради чего она терпит ожидания. Съемки проходили в жарких условиях, однако главной ценностью актриса называет связь внутри команды. Хорошие отношения на площадке особенно важны для молодого исполнителя. Когда рядом нет постоянного напряжения, легче рисковать, искать новые реакции и не бояться неудачного дубля. История Денис пока только развивается. История самого Кенана и Мирзал Оглу давно стала частью телевизионной памяти. Только фраза о том, что горькая жизнь была одной из его первых больших ролей, звучит красиво, но фактам не соответствует. Когда на экраны вышла «Горькая жизнь», Кенан Имирзалый Оглу уже не был новичком, которому впервые доверили серьезного героя. За его плечами находились «Безумное сердце» и «Сумерки». Именно «Безумное сердце» сделало его узнаваемым по всей Турции. Юсуф Мироглу стал для конца 90-х и начала 2000-х почти отдельным культурным образом, сильным мужчиной, со своими принципами, который вступает в конфликт с несправедливостью и платит за решение личным счастьем. После этого Кенан разделил главную роль с Угуром Юджием в «Сумерках». Такой опыт уже выводил его далеко за рамки начинающего красавца из модельного бизнеса. Поэтому «Горькую жизнь» правильнее называть не первой большой ролью, а важным поворотом в уже сформировавшейся карьере. Мехмед Касавала укрепил тот экранный тип, за который актера полюбили многие зрители. Перед нами снова сильный мужчина, но сила не спасает его от боли. Он любит,
борется, сталкивается с социальным неравенством и вынужден наблюдать, как деньги и власть вмешиваются в человеческие отношения. Сериал выходил с 2005 по 2007 год. Его основой стала история любви Мехмета и Нермин, которым приходится столкнуться с обстоятельствами гораздо более серьезными, чем обычная романтическая ссора. Кенан в этой роли уже обладал тем качеством, которое позже стало особенно заметно в Эзере и Карадае. Он мог долго молчать, не превращая сцену в пустую паузу. Зритель видел, что герой думает, сопротивляется и принимает решение еще до первой реплики. Путь от Мехмета Касавалы к Эзелю Байрактару действительно просматривается. Не потому, что это одинаковые персонажи. Скорее, горькая жизнь помогла актеру отточить сочетание внешней сдержанности и внутреннего надлома. В Карадае эта способность получила еще одну форму. Махир Кара оказался человеком, для которого честь семьи становится главным ориентиром. Кенан снова сыграл силу без постоянной демонстрации силы. Вот почему биографические неточности стоит исправлять. Формулировка «одна из первых больших ролей» будто делает карьеру актера короче и проще, чем она была. К моменту встречи с Мехметом Касавалы зрители уже знали Кенана и ждали от него многого. Какой образ вы считаете вершиной его карьеры? Юсуфа, Мехмета, Эзеля или Махира? Здесь ответы почти наверняка разделятся, потому что каждый из этих героев связан у зрителей с отдельным периодом жизни. Подпишитесь на канал, если вам нравятся не только свежие слухи, но и честные истории о том, как на самом деле складывался путь любимых актеров. Кстати, две самые обсуждаемые темы я оставил напоследок, и первая из них прямо сейчас. Карьера Кенана напоминает, экранный образ формируется годами. Бураку Ощувиту сейчас пришлось столкнуться с другой стороной известности, когда публика начала обсуждать не новый персонаж, а изменения в его внешности. Бурака Ощувита заметили в Бодруме после спортивной тренировки. Актер с рюкзаком возвращался домой пешком, и этот обычный момент мгновенно связали с обсуждением его недавних фотографий. За несколько дней до этого в турецкой прессе активно говорили об изменениях во внешности Бурака. Часть комментариев оказалась довольно резкой. Затем появились кадры после тренировки, и журналисты быстро сложили удобную историю. Актера раскритиковали, он решил срочно вернуть прежнюю форму перед новым сезоном. Звучит логично, только логика еще не является подтверждением. Бурак не заявлял, что начал заниматься из-за комментариев. Не говорил, что перед ним стоит задача изменить вес. Не называл конкретный новый сериал, ради которого ему потребовалась физическая подготовка. Подтвержден только сам факт тренировки. Все остальное – интерпретация прессы. Человек может заниматься спортом ради самочувствия, привычки, отдыха или подготовки к роли. Причин десятки. Пресса выбрала самую драматичную версию, потому что она удобно продолжает предыдущую волну обсуждений. Мне не нравится, когда внешность актера разбирают так, словно это общественная собственность. Можно обсуждать образ для роли, костюм, грим или заметную трансформацию, если она имеет отношение к проекту. Переход к насмешкам над телом живого человека уже совсем другая история. Бурак много лет играл Османа в тяжелом историческом проекте. Подобные съемки требуют физической формы, работы с постановочными сценами и длительного пребывания в костюме. После нескольких лет такой работы человек имеет полное право выглядеть иначе, чем привыкла аудитория. Поклонники, разумеется, ждут его возвращения. Любая тренировка поэтому воспринимается как тайный сигнал. Не готовится ли он к новому герою? Не начались ли скрытые репетиции? Не подписан ли контракт, о котором пока молчат? Ответа на данный момент нет. Правильная формулировка звучит спокойно. После обсуждения новых фотографий Бурака Ощувита заметили возвращавшимся с тренировки. Турецкие СМИ связали эти события,
но сам актер причин занятий не называл. В такой подаче остается интрига, но исчезает обман. Когда появится подтвержденный проект, тогда можно будет вернуться к вопросу и посмотреть, была ли физическая подготовка частью работы. Любое изменение во внешности звезды мгновенно становится предметом обсуждения, хотя за ним могут стоять совершенно личные причины. Как вы относитесь к подобным разговорам? Имеет ли публика право оценивать внешность звезды, или эта граница должна оставаться личной? А теперь новость, ради которой многие поклонники клюквенного щербета открыли этот выпуск. Именно она способна сильнее остальных изменить привычную картину нового сезона. Речь идет не о фотографии и не о предположительной роли. Клюквенный щербет может остаться без героини, которая была частью этой истории с самой первой серии. По свежей информации журналистки Бирсин Алтунташ, Фейза Джи Велик не войдет в актерский состав 5-го сезона «Клюквенного щербета». Для поклонников сериала это не рядовое изменение. Фейза играла Нилай с первой серии. За прошедшие сезоны героиня успела стать одним из самых узнаваемых и спорных лиц проекта. Нилай редко оставалась в стороне. Она прислушивалась к разговорам, замечала то, что другие пытались скрыть, делала собственные выводы и нередко передавала информацию дальше. Иногда ее поступки раздражали. Иногда именно благодаря ей в семье раскрывалось то, что долго держали в тайне. Убрать такого персонажа значит изменить не только количество людей в кадре. Меняется сама внутренняя механика семьи. Нилай выполняла роль человека, через которого секреты начинали двигаться от одного героя к другому. В интервью журналу Гардероб магазин Фейза сказала, что с любовью играла всех своих персонажей. Но Нилай выделяется среди них, поскольку стала ее последней на данный момент ролью. Актриса также подчеркнула, что в будущем хотела бы выбирать необычных, интересных героинь и качественные проекты. Можно ли считать эти слова скрытым прощанием? После появившейся новости они действительно звучат иначе. Только сама Фейза в приведенном интервью прямо не объявляла об уходе и не называла его причину. Нам неизвестно, кто принял окончательное решение. Нет подтверждения конфликта, увольнения или спора с создателями. Придумывать скандал на пустом месте было бы нечестно. Пока перед нами надежный журналистский инсайт, который еще не оформлен отдельным официальным заявлением Шоу ТВ или Gold Film, формулировка должна оставаться аккуратной. По информации Бирсин Алтунташ, актриса не появится в новом сезоне. 5-й сезон и без того воспринимается как начало другой эпохи. Проект пережил серьезные изменения в составе, а теперь может потерять еще одного героя, связывавшего раннюю историю сериала с его нынешним состоянием. Что произойдет с семейными линиями без Нилай? Как сценаристы объяснят отсутствие героини? Уедет ли она? Решит начать другую жизнь? Или ее линия завершится каким-то неожиданным событием? Ответов пока нет. Особенно интересно, кто займет освободившееся место внутри семейных сцен. Нилай могла быть комичной, назойливой, хитрой или неожиданно проницательной. Найти нового персонажа с такой же функцией будет непросто. Простая замена лица здесь не сработает. Скажу честно, я не всегда был на стороне Нилай. Порой она переходила границы и вмешивалась туда, куда ее никто не приглашал. Только отсутствие подобных героев быстро делает семейную драму слишком удобной. Нилай создавала движение. Рядом с ней никто не мог быть уверен, что сказанное шепотом останется между двумя людьми. Возможно, Фейзе действительно требуется новый этап. После нескольких лет в одном образе публика может надолго связать актрису только с Нилай. Необычная роль в другом жанре могла бы показать ее совершенно с новой стороны. Для клюквенного щербета это испытание, для Фейзы потенциальная возможность, для зрителя прощание с человеком, к которому можно было относиться по-разному, но которого невозможно было не замечать. Как вы считаете, сериал потеряет часть своей атмосферы без Нилай?
И какого героя вам будет не хватать больше всего, если информация об уходе подтвердится? Обязательно напишите в комментариях, будете ли вы скучать по этой героине и какую линию хотели бы увидеть для Фейзы Дживелек дальше. Новый сезон еще даже не начался, но перемены уже затрагивают сразу нескольких главных героев. И вполне возможно, что это далеко не последнее неожиданное прощание. Окончательную точку ставить рано. Когда Шоу ТВ, Голдфилм или сама актриса выступят с официальным заявлением, история получит продолжение. Сейчас можно уверенно сказать только одно: новый сезон «Клюквенного щербета» готовится встретить зрителей уже совсем другим. Вот таким получился сегодняшний выпуск. Одни актеры только входят в популярные проекты, другие готовятся к новым ролям, а третьи, возможно, прощаются с героями, которых играли много лет. Именно поэтому новый телевизионный сезон обещает быть особенно непредсказуемым. А за красивыми кадрами по-прежнему скрываются тяжелый труд, большие надежды и решения, о которых зрители узнают далеко не сразу. Какая из сегодняшних новостей удивила вас больше всего? Ждете ли вы появления Мустафа Авкарана в далеком городе? Сможет ли клюквенный щербет сохранить прежнюю атмосферу без Нилай? Свои ответы оставляйте под видео, к самым интересным мнениям мы обязательно вернемся в следующих выпусках. Поддержите выпуск отметкой «Нравится», если вам близок наш подход, без выдуманных скандалов, без дешевого обмана и с четким разделением фактов, слухов и журналистских инсайдов. Подписывайтесь на канал «Любовь и мечты» и включайте уведомления, чтобы не пропустить свежие новости о любимых турецких актерах, новых сериалах, неожиданных уходах и событиях, которые происходят за кадром. Мы продолжим следить за официальными заявлениями и обязательно расскажем вам, когда появятся новые подтвержденные подробности. Спасибо, что провели это время вместе со мной. Берегите себя, цените хорошие истории и до скорой встречи на канале «Любовь и мечты».